Я уверена, что и завтра меня ждут приключения, потому что вчерашний день, он не был исключением тоже. Я добралась до Закопаны. Я бы не сказала, что с большим трудом, но трудности были. Тут нет прямого рейса, поэтому я ехала на поезде до Кракова. От Кракова уже ехала на автобусе до Закопаны. Но трудности начались здесь. Я приехала, было, наверное, часов 6 вечера. Был дождь сильный. Зонтика у меня, конечно, не было. Темно, и у меня была с собой распечатка с Booking.com апартаментов, которые я оплатила. И я давай ее искать. В общем, там адрес 1/1. Есть несколько домов с номером 1. Все они жилые, нет никаких знаков, что апартаменты здесь или что-то в таком духе. И у меня была проблема с роумингом, большая проблема с роумингом. В прошлый раз в Польше я роуминг не смогла подключить. И в этот раз я еще в России озаботилась этим. Я подключила роуминг, и все было хорошо, пока мне не пришло уведомление о том, что я в минусе на 3000 рублей. При том, что я заранее положила там около 2500 на счет. То есть у меня больше 5000 просто за один день как-то исчезло со счета. При том, что интернет я включала только пару раз написать мужу. В остальном я пользовалась Wi-Fi. О, Господи, у меня руки дрожат, я извиняюсь, да. Но у меня уже нет сил. Ладно, я постараюсь быстро договорить. И увидя эти цифры, я решила роуминг отключить. Это была большая ошибка, потому что, когда я попыталась включить его обратно, это было сделать невозможно. Потому что без роуминга нет сети, а без сети невозможно его подключить обратно. Вот. И в итоге у меня нет интернета, нет связи, я не могу позвонить хозяйке и сказать, что я ее здесь жду. Точнее, здесь это непонятно где, потому что я не знаю квартиру и даже дом, потому что их несколько. И я вчера тоже впадала в отчаяние. Я не знаю, я думала, мне придется ночевать на улице, серьезно. Ну или, по крайней мере, искать какую-то еще гостиницу, просто ходить по улице. Ну, Закопаны — это такой маленький город, что его, наверное, можно назвать деревней, потому что в 6 часов вечера, когда я приехала, было темно, вообще никого не было. И не знаю, собственно, рядом с автобусной станцией, с ЖД-станцией, это вроде центр, но тут вообще ничего, никаких магазинов, ничего нет вообще. Единственное, что стояла будка с сувенирами, и там молодой человек был. Я к нему подошла и попросила о помощи, что так и так, сказала адрес. Попросила позвонить на номер телефона, потому что номер-то у меня был. Он звонил, и никто ему не ответил. Вот. Я ходила в округе, наверное, час. Ходила по всем домам просто. Пыталась хотя бы точно определить адрес. Возле одного дома я тоже дернула жильцов, говорю, помогите мне, пожалуйста, вот где вот этот адрес. Я думаю, что это здесь. Они мне говорят, что нет, это не здесь, и они не знают ничего. Но говорят, сходи к таксисту, вот, он тебе скажет точно, где адрес этот. Я пошла к этому таксисту. Оказалось, что это прям такая подворотня, темная подворотня, где стоит машина с мужчиной внутри. Мне было страшно туда идти, честно, но делать нечего. И я подошла к этому таксисту, объяснила тоже, что так и так. У меня уже слезы текут, я уже не могу нормально разговаривать, потому что я, правда, очень переживала. И он мне тоже не смог помочь. Он мне также, он мне открыл карту, сказал, что вот это, наверное, где-то здесь. У меня у самой есть карта, и это мне не особо помогало. Вот, я ходила, бродила, я вот просила реально каждого прохожего. И, наконец, одна девушка мне
помогла очень сильно. Сначала она меня, правда, послала в одно место, потом в другое. Но я ей говорю, что позвони, пожалуйста, вот по этому номеру, у меня нет связи, ничего. Она позвонила и дала мне трубку. Я пыталась на английском объяснить ситуацию. Я так понимаю, меня вообще не поняли, просто вообще. Я передала трубку этой девушке, говорю, пожалуйста, скажите по-польски. И она вот по-польски с ним поговорила, с этим человеком, и все замечательно разрулилось. Она мне сказала, где этот дом, сказала, что хозяин будет там через 10 минут. Вот, я, конечно, очень обрадовалась, думаю, ура, у меня будет крыша над головой. Вот, ну, прошло не 10 минут, а 20. Я, конечно, уже основательно замерзла, но, блин, меня наконец-то пустили под крышу. Это было такое счастье. Я, наверное, больше не буду брать апартаменты вот так вот в неизвестной стране. Буду брать отели. Ну, почему я выбрала апартаменты? Потому что это было очень близко от ЖД-станции, от автобусной станции. И я боялась просто не найти адрес нужный. Иронично, правда? Вот, собственно, это все мои приключения за 2 дня. Завтра, наверное, тоже будет интересно, потому что мне нужно попасть в Варшаву где-то к 5 вечера. Да, к 5 вечера. Вот, чтобы успеть на свой рейс. Ладно, пожалуй, это все. Я пойду съем хотя бы часть продуктов, потому что, ну, куда мне их везти? Ну, так был полный рюкзак, когда я приехала. Путешествуйте и ищите радость в своей жизни. С вами была Любава. Всем пока!